Здравствуйте! Один из предыдущих выпусков современного оружия от GunsReview.com был посвящен коллиматорным с красной точкой прицельным приспособлениям. И на примере прицелов от Vortex мы рассмотрели принципы и особенности работы прицелов этого типа. Посмотреть выпуск, посвященный коллиматорам, вы можете на YouTube-канале GunsReview или на сайте GunsReview.com. Сегодня на примере прицелов Vortex Spitfire мы познакомимся с другим, не менее интересным типом прицельных приспособлений, а именно призматическими прицелами, к которым из-за недостатка информации либо относятся настороженно, либо ничего о них не знают. Призматические прицелы Vortex Spitfire для подготовки этого выпуска предоставлены компанией «Тактические системы». Что же такое призматический прицел? Призматический прицел по своей сути это компактный гибрид оптического и коллиматорного или рефлекторного с красной точкой прицела. Давайте внимательнее посмотрим на призматические прицелы, чтобы вы могли решить, может быть, это именно тот самый компактный и с увеличением идеальный прицел, который вы искали для своей винтовки. Во-первых и главное, любое оптическое прицельное приспособление – это прежде всего устройство, предназначенное для повышения точности стрельбы. Благодаря различным конструктивным или техническим особенностям и настройкам, прицелы позволяют нам наблюдать более чистое и четкое изображение, устраняют нежелательные блики, позволяют захватить больше света, чтобы предоставить более яркое изображение в условиях недостаточного освещения. Они обеспечивают различные степени увеличения, что позволяет нам четко наблюдать и идентифицировать цель, которая находится на расстояниях за пределами возможностей человеческого зрения. В современных прицелах также реализовано множество других вспомогательных функций, включая различные баллистические прицельные сетки для определения точки попадания пули на различных дистанциях. Коллиматорные прицелы являются суперлегкими компактными приборами с низким профилем. Единственное, чего нет в коллиматорных прицелах, если мы говорим об одном едином устройстве, это функции увеличения. Поэтому диапазон их уверенного использования – это скорее стрельба на короткие дистанции. Классический оптический прицел может обеспечивать довольно высокую степень увеличения и может оборудоваться различными прицельными сетками, которые помогают стрелку при стрельбе на дальние дистанции. Но функциональность классической оптики, ее габариты и вес иногда могут оказаться избыточными и не всегда соответствовать определенным задачам. Призматический прицел в данном случае является комбинацией или своего рода золотой серединой между этими двумя типами оптики – оптического с увеличением и коллиматорного прицелов. Он объединяет в себе простоту использования коллиматорного с красной точкой прицела и хотя и в меньшей степени, но возможность увеличения, как у оптического прицела. На самом деле, призматические прицелы в западной классификации относятся к прицелам с красной точкой. Но для вывода их в отдельную категорию некоторые производители, и я придерживаюсь такого же мнения, классифицируют их как боевые прицелы или Battle Sight. Компактные универсальные прицелы с набором функций, обеспечивающих быстрый захват цели и ведение стрельбы на коротких и средних дистанциях. Прицельная сетка призматических прицелов имеет подсветку аналогично коллиматорным прицелам с красной точкой. И именно поэтому призматические прицелы попадают в классификацию как прицел с красной точкой. Но разница в том, что у большинства призматических прицелов сетка протравлена на самом стекле призмы, и поэтому даже если элементы питания подсветки отсутствуют или выработали свой ресурс, мы все равно сможем и дальше пользоваться прицелом. Большинство призматических прицелов также имеют возможность выбрать красный или зеленый цвет подсветки. Основное отличие призматического прицела от традиционной оптики, которая использует линзы для фокусировки и увеличения изображения, что здесь для тех же задач используется призма, которая и позволяет сделать прицел более компактным и легким. Прицелы сегодняшнего выпуска это Vortex Spitfire AR и Vortex Spitfire 3X, предназначены для использования с винтовками и карабинами, оборудованными планками Пикатини.
Основное отличие между прицелами, кроме различной конфигурации прицельной сетки, в наличии функции увеличения. Прицел Vortex Spitfire AR не обеспечивает увеличение. Spitfire 3X, как следует из его наименования, оборудован призмами с трехкратным увеличением. Прицел Vortex Spitfire AR разработан для использования с винтовками на AR-платформе. Высота оптического центра прицела от точки крепления составляет 40,4 мм. Прицел Vortex Spitfire 3X за счет расширительной вставки имеет возможность менять высоту оптического центра прицела от площадки крепления и выбирать базовую высоту 40,4 мм или уменьшить ее до 30 мм. Прицел оборудован двумя короткими планками Picatinny для установки дополнительных аксессуаров. Внутренняя полость прицелов заполнена азотом, что предотвращает запотевание линз при перепадах температуры. Линзы с многослойным антибликовым покрытием обеспечивают высокий уровень пропускания света. Изображение светлое и четкое, даже в условиях сумерек. Мне это действительно понравилось, и это первое, на что вы также обратите внимание. Диаметр выходного окуляра на прицеле Spitfire AR 25 мм, что обеспечивает поле обзора в районе 25-26 метров на 100 метрах дистанции. На прицеле Vortex Spitfire 3X диаметр окуляра 32 мм, но, учитывая наличие увеличивающей призмы, поле обзора составит 10-11 метров на 100 метрах дистанции. Систему подсветки призмы прицела Spitfire AR обеспечивает элемент питания формата 3A. Размещение батареи в Spitfire AR в нижней части прицела под линзами. Доступно 12 режимов яркости. Два минимальных режима подсветки совместимы с приборами ночного видения. В прицеле Vortex Spitfire 3X используется батарея CR2032. Элемент питания размещается в верхней части над регулятором выбора цвета и яркости подсветки. И есть возможность выбора 5 режимов яркости. Время автономной работы обоих прицелов от одного элемента питания составляет 250 часов на максимальном уровне яркости и 3000 часов в минимальном режиме. Прицел Vortex Spitfire 3X не оборудован автоматическим отключением питания. Поэтому не стоит забывать отключать подсветку, когда в ней нет необходимости. Учитывая целевое назначение призматических прицелов как боевых прицелов, которые позволяют максимально быстрый захват цели на короткой дистанции и уверенную прицельную стрельбу на средней дистанции, в прицелах Spitfire реализованы действительно интересные и удобные конфигурации прицельной сетки. Напомню, что сетки вытравлены непосредственно на призмах и могут использоваться без элементов питания. Прицел Vortex Spitfire AR оборудован сеткой двойное тактическое кольцо, которое действительно позволит очень быстрый, буквально за долю секунды, захват цели. Это происходит благодаря тому, что глаз быстрее замечает окружность, а не маленькую точку. И это дает возможность на доли секунды сократить время для наведения и начала стрельбы. И кроме того, это весьма удобно для стрелков с проблемами зрения. Два разных диаметра позволяют уверенный и быстрый захват цели на коротких дистанциях, когда нет необходимости в тщательном прицеливании. И смещение точки попадания при поражении цели не играет большой разницы. Шаг настройки по вертикали и горизонтали составляет половину угловой минуты на 100 ярдах дистанции. В комплекте Spitfire AR поставляется дополнительная турель с нанесенной шкалой от 100 до 700 ярдов и рассчитанная для боеприпаса калибра 5,56 и весом 55 грамм. После пристрелки прицела на дистанции 100 метров с использованием штатной турели, ее можно заменить, установив дополнительную, и далее с ее помощью быстро калибровать прицел на требуемую дистанцию стрельбы. Прицел Vortex Spitfire 3X оборудован усовершенствованной боевой сеткой. И несмотря на то, что она разработана для патрона 5,56 на 45 с пулей весом 55 гран и 16-дюймовым стволом, она также может использоваться с другими патронами и с другими длинами стволов. Для этого просто необходимо произвести тестовую пристрелку вашей винтовки и запомнить результаты. Основное
Верхнее перекрестие прицельной сетки предназначено для стрельбы на расстоянии 100 ярдов. Из-за плоской траектории полета пули калибра 5,56 сетка позволяет использовать центральное верхнее перекрестие на дистанции от 0 до 200 ярдов. На коротких и сверхкоротких дистанциях, когда на тщательное прицеливание нет времени или оно в конкретной ситуации является избыточным, можно использовать полукруг в оптическом центре, который позволит осуществить быстрый захват цели. После пристрелки прицела для дальнейшего использования на дистанциях от 300 до 500 ярдов необходимо использовать баллистическую шкалу. Это 3 следующие горизонтальные перекрестия. Но и это еще не все особенности прицельной сетки. Сетка Spitfire 3X также может использоваться в качестве дальномера для определения дистанции. Для этого необходимо совместить соответствующее горизонтальное перекрестие и силуэт фигуры. И в случае их совпадения по ширине мы получаем ориентировочную дистанцию до цели и необходимое перекрестие для прицеливания. Шаг сетки вертикальной и горизонтальной настройки составляет половину угловой минуты на 100 ярдах дистанции. Линзы прицелов оборудованы защитными крышками, которые при необходимости можно снять. Vortex Spitfire AR и Vortex Spitfire 3X имеют возможность настройки фокуса прицельной сетки. Регулировочное кольцо находится под съемной защитной крышкой окуляра. Эффект параллакса на прицелах Vortex Spitfire AR и Spitfire 3X на расстоянии до 100 ярдов отсутствует. Но не бывает всего идеального, и достоинства всегда являются результатом компромисса. В призматических прицелах таким компромиссом является необходимость фиксированного расстояния от глаза стрелка до окуляра прицела. Так называемый eye-рельеф, или, проще говоря, оптимальное фокусное расстояние линзы от глаза. И расположение головы максимально перпендикулярно его оптической оси. Это связано с тем, что в отличие от коллиматорного прицела, прицельная сетка призматического прицела не проецируется в бесконечной проекции, а находится на призме в корпусе прицела. Поэтому для комфортной работы с прицелом Vortex Spitfire AR его необходимо устанавливать на расстоянии 9-10 см от глаза, а прицел Vortex Spitfire 3X на расстоянии 7-8 см от глаза стрелка. Но на самом деле, несмотря на такие особенности, к этому привыкаешь довольно быстро. Стрелковый тест подтвердил мои предположения о том, что особенности прицеливания через призматические прицелы не доставят неудобств. Необходимо лишь подобрать длину приклада и позицию размещения самого прицела. Но эти манипуляции перед стрельбой мы выполняем постоянно, поэтому здесь ничего нового. Прицелы предоставляют дополнительное удобство в выборе цвета прицельной сетки: красный, зеленый или стандартный черный. Захват цели на короткой дистанции, особенно с прицелом Spitfire AR, очень удобный и быстрый. Прицельное кольцо взгляд захватывает быстро. Остается только совместить его с мишенью. При этом при использовании Spitfire AR, аналогично коллиматорному прицелу, оба глаза могут быть открыты. Vortex Spitfire 3X, несмотря на функцию увеличения, также вполне неплох на коротких дистанциях 20, 30, 50 метров. Но лучше всего он раскрывается на дистанции 100 метров. После пристрелки Spitfire 3X вы сможете довольно успешно тренироваться в точности стрельбы и на более длинные дистанции. При стрельбе с рук не забывайте размещать упор приклада винтовки ближе к центру груди для более быстрого и правильного размещения головы и глаза по отношению к окуляру прицела и, соответственно, более быстрого захвата цели через прицельную сетку. Не забывайте этот нюанс, и он позволит вам увеличить скорость вашей реакции. Подводя короткий итог, скажу, что призматические прицелы от Vortex мне понравились по нескольким причинам. Это прежде всего удобная и контрастная прицельная сетка, которая четко различима при любом освещении и позволяет быстрый захват цели. Это и конфигурация прицельной сетки, которая позволит вести стрельбу не только на коротких дистанциях. Это и компактность самих прицелов. Одним словом, призматические прицелы весьма и весьма интересное устройство, чтобы рассматривать их как альтернативу коллиматорам и даже, возможно, некоторым оптическим
прицелом. Конечно же, в зависимости от ваших задач. Не забывайте о правилах безопасного обращения с оружием и берегите себя. Всего вам доброго! Чтобы первыми узнавать о выпуске новых обзоров, оформите подписку на YouTube-канале Guns Review и оставляйте свои комментарии на сайте gunsreview.com и на Facebook странице Guns Review.